В дикой местности на юге Африки жили два льва, самец и самка, которые много лет жили на свободе. Они часто охотились вместе, без остановки пересекая обширные луга. Жизнь становилась все более суровой по мере изменения климата, пересыхания источников воды и постепенного сокращения добычи. Поэтому два льва решили покинуть свою старую территорию, чтобы найти новое, более безопасное место для жизни. Они преодолели сотни километров, сталкиваясь с голодом и опасными встречами с другими хищниками. Каждую ночь лев-самец стоял на страже, в то время как львица пользовалась возможностью отдохнуть и набраться сил. Спустя много недель они отправились на запах свежей воды и диких животных в национальный парк Махадоо. Это место известно как один из крупнейших заповедников Южной Африки с обширными лугами и богатой экосистемой. По прибытии оба льва сразу же обнюхали все вокруг в поисках места, где можно спрятаться. Они видели патрульные машины, посты охраны и заборы, но не могли до конца понять, что это такое. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы поддержать нас. Они видели патрульные машины, посты охраны и заборы, но не могли до конца понять, что это такое. В то время в национальном парке Махадо двое сотрудников, Сипхо и Номса, начали замечать присутствие двух странных гостей. Сифо был опытным патрульным водителем, часто путешествовавшим по саванне, чтобы проверить состояние животных. Номса был опытным наблюдателем за животными и всегда тщательно фиксировал любые изменения, происходившие в заповеднике. Оба были крайне удивлены, увидев большие львиные следы, появившиеся у центральной реки. Они решили понаблюдать за новоприбывшей парой львов на расстоянии, чтобы убедиться, что с ними ничего не случилось. В первые дни лев-самец часто рычал посреди ночи, чтобы пометить свою территорию. Львица еще не привыкла к новому окружению, поэтому временами ей было не по себе, и она постоянно двигалась. Сифо и Номса молча наблюдали, фиксируя все признаки своего здоровья и поведения. Хотя львы выглядели усталыми, они все еще были достаточно сильны, чтобы охотиться на мелкую добычу, такую как антилопы или зайцы. Номса заметила, что львица временами двигалась медленно и заподозрила, что она, возможно, беременна. Сифо согласился, потому что видел, что самец льва охранял львицу более тщательно, чем обычно. Оба были взволнованы и счастливы, потому что если бы львица была беременна, это было бы хорошей новостью для охраны природы. Через 4 месяца симптомы у львицы стали очевидными. Ее живот заметно увеличился, а походка стала тяжелее. Сифо начал готовить в машине кое-какое базовое медицинское оборудование на случай непредвиденной ситуации. Номса по-прежнему внимательно следил за самкой, тщательно записывая время отдыха, приема пищи и настроение самца. Все в национальном парке Махадо надеялись, что роды у самки пройдут гладко, однако возникла неприятная ситуация, когда у львицы возникли трудности с родами, она 2 дня страдала от боли. Оба льва беспокойно двигались, львица продолжала стонать, в то время как лев-самец ходил вокруг, как будто был очень обеспокоен. Номса и Сифо осознали критическую ситуацию. Они боялись, что львица может погибнуть, если вовремя не оказать ей поддержку. Однако применить анестезию к самке льва было невозможно, поскольку она вот-вот должна была родить. Если бы самец льва находился под наркозом, самка льва могла бы отреагировать бурно или убежать, что усугубило бы ситуацию. Сифо и Номса решили положиться на свою смелость и профессиональные инстинкты, чтобы приблизиться к 2 львам. Они подъехали поближе, пытаясь разглядеть, не собирается ли лев-самец напасть. Увидев приближающуюся машину, лев-самец громко зарычал. Его грива встала дыбом, демонстрируя настороженность.
Львица все еще лежала, страдая от боли, не в силах пошевелиться, и только тихонько поскуливала, когда начинались схватки. Номса шепнула Сифо, что они должны двигаться дальше, иначе львица может упасть в любой момент. Сифо согласился и медленно вышел из машины, не сводя глаз со львов. Номса последовал за ним, держа в руках медицинское оборудование, в том числе и инъекцию, которая должна была помочь в процессе родов. 2 человека и 2 льва стояли посреди обширного луга, ближе, чем когда-либо. Лев-самец зарычал и шагнул вперед, чтобы защитить свою пару, но нападать сразу не стал. Возможно, он почувствовал, что они не собирались причинять вред, а только хотели помочь. Номса медленно приблизился, мягким голосом успокаивая львицу. Сифа стояла рядом, готовая отступить, если ситуация станет напряженной. Постепенно львица, казалось, поняла, в чем дело. Ее взгляд стал менее напряженным, и Номса позволила ей дотронуться до своего живота. Номса быстро ввела противозачаточное средство, придав львице больше сил для родов. Самец льва тихо зарычал, приближаясь, но не кусая. 2 сотрудников осторожно отступили немного назад, ожидая, пока лекарство подействует. Прошло почти 2 часа, у львицы начались сильные схватки. Наконец, к неописуемым эмоциям на свет появился крошечный львенок. Лев-самец приблизился, облизывая своего детеныша, в то время как львица тяжело дышала, но ее глаза сияли от радости. Сифа тихо вскрикнула, увидев, что львенок пошевелился и издал слабый крик. Номса быстро осмотрела львенка, убедившись, что у него нет серьезных повреждений. У нее даже было время ввести львице еще одну дозу тонизирующего средства, чтобы та быстрее пришла в себя. Львенок оглянулся на них, как бы выражая молчаливую благодарность. Сифа и Номса отступили, давая львиному семейству немного тишины. Лежащий на земле львенок все еще сопротивлялся и казался здоровым на руках у матери. Львица нежно облизала малыша, тихо мурлыча в знак приветствия. 2 сотрудников сидели в машине, наблюдая за этим священным моментом с сердцами, полными счастья. Они решили назвать львенка Кода, львицу Лею и львенка Моси. Имя Кода символизирует храбрость, Лея — надежду, а Моси — новое начало. Убедившись, что с Леей все в порядке, Сифо завел машину, в то время как Номса все еще не сводила глаз с львиного семейства. Машина медленно отъехала, оставив Кода, Лею и Моси вдвоем в ветреный полдень. На обратном пути в участок Номса осторожно вытерла слезы. Ее сердце переполняло гордость за то, что она спасла драгоценную жизнь. Сифо улыбнулась и сказала, что это было незабываемое воспоминание за всю ее трудовую жизнь в национальном парке Махадо. Все в заповеднике были вне себя от радости, узнав, что Лея благополучно родила. На следующий день, когда Сипхо и Номса проходили мимо, они увидели, что Кода и Лея стоят на травянистом склоне и поворачивают головы, чтобы посмотреть на машину. Моси был еще слишком мал и вертелся у ног матери, но время от времени с любопытством поднимал глаза. Лев-самец больше не рычал при виде человека, как будто между ними установилось доверие. Номса верил, что семья Кода будет продолжать жить в добром здравии под защитой Махадо. Сифо сделал запись в своем дневнике, отметив день рождения Моси как важную веху. Они оба не могли не растрогаться, вспоминая тот момент, когда львица приняла их вмешательство. История Коды, Леи и Моси стала свидетельством силы любви между людьми и дикими животными. Каждый раз, когда появлялась патрульная машина, львиное семейство поворачивало головы, чтобы посмотреть, как бы выражая свою молчаливую благодарность. Кода тихо рычал, Лея облизывала своего детеныша,
а Мосе день ото дня становился все сильнее. Весь заповедник Махадо считал это предметом гордости, утверждая, что усилия по сохранению природы всегда приносят чудеса. Сипхо и Номса продолжали свою повседневную работу, но никогда не забывали о незабываемом моменте, когда они спасли Лею. Они понимали, что каждая жизнь драгоценна, и люди могут объединить усилия, чтобы сохранить дикий мир. Время шло, Моси рос, учился охотиться вместе со своей матерью, ревел вместе с отцом, отстаивая свою территорию. Кода по-прежнему был величественным, всегда стоял рядом с Леей, а Лея была такой же жизнерадостной, как и в первый день, хотя и стала матерью. В лучах рассвета львиное семейство выглядело таким мирным, прекрасная картина на зеленом лугу. Всякий раз, когда Кода слышал шум машины Сифо и Номсы, он просто бросал на нее взгляд и спокойно продолжал нести караульную службу. Каждый раз Номса улыбался, вспоминая о трудном путешествии, через которое прошли два льва. Сифо почувствовал доверие львов к людям. Несмотря на то, что граница между природой и человеком все еще существовала, благодаря их усилиям была спасена драгоценная жизнь, а львиное семейство осталось целым. История распространилась по всему заповеднику, вдохновляя молодых людей, которые любят животных. Все надеются, что Кода, Лея и Моси продолжат расширять львиный прайд в Махадо в будущем. Хотя впереди еще много испытаний, вера и мужество помогут людям и природе сосуществовать. Когда солнце садится, самец льва громко рычит, и этот звук напоминает ему о прошедших бурных днях. Лея лижет Моси, продолжая лелеять новую жизнь, полную надежд. Сифо и Номса вернулись в заповедник, преисполненные радости и удовлетворения. Они знали, что когда бы они ни вернулись, львиное семейство по-прежнему встретит их знакомыми взглядами. Ночной ветер гулял по полям, принося с собой аромат диких трав и отголоски дикой музыки. На небе мерцали звезды, освещая путь, по которому шли двое сотрудников. Львенок Моси мирно спал на руках у своей матери. Кода стоял на страже, следя за тем, чтобы враги не вторглись на их территорию. Номса и Сифо все еще издали следили за львиной семьей, веря, что их миссия выполнена. И поэтому каждый раз, когда Кода, Лея и Моси видели транспортное средство из заповедника, они поворачивали головы, чтобы посмотреть, как бы выражая свою глубокую благодарность. Дорогой друг, спасибо тебе за то, что нашел время следить за этой историей.